Традиционно салам-салам. Сегодня, как всегда, будем вкратце, по существу и поговорим о городе Ташкенте. Что из себя представляет город на данный момент, районы, парки, транспорт и многое другое. Этот сюжет будет интересен тем, кто жил здесь ранее, уехал и хочет знать, как преобразилась столица, а также тем, кто собирается переехать сюда на ПМЖ или на некоторое время и хочет взвесить свои возможности или просто немного сориентироваться на местности. Рад, что вы смотрите мои сюжеты. Вы молодцы. И пока мы не начали, проверьте, пожалуйста, свою подписку на наш канал. Я заметил, что большинство зрителей смотрит нас без подписки, а это совсем не дело. Самой простой поддержкой с вашей стороны может быть только подписка на канал. Поэтому давайте подпишемся прямо сейчас, а я подожду, пока вы это сделаете. Для этого нужно нажать одну кнопочку вот здесь, внизу, и займет это 1 секунду. Надеюсь на вашу ответственность и порядочность. И буду благодарен вам за то, что услышали мою просьбу и теперь не потеряете наш канал. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Мы не будем углубляться в более чем 2000-летнюю историю Ташкента и изучать географию региона. Рассмотрим лишь то, чем нам сейчас интересен этот город и что он из себя сейчас представляет. А за последние 5 лет столица сильно преобразилась. Начнем с того, где находится столица на карте республики. Вот здесь. И как видим, буквально в 40 километрах восточнее расположены горные хребты Тянь-Шаня. А в 30 километрах на юге есть большое озеро, которое отчасти заменяет море. Оно так и называется Таш-море. В 15 километрах на севере находится граница с Казахстаном. С южной же стороны в 70 километрах можем найти большое Шардаринское водохранилище. Морского или речного порта в городе нет. Вообще реки в Узбекистане не судоходные. Отсюда завышенная стоимость на морепродукты. Но есть аэропорт, железнодорожное снабжение, а также автомобильные, естественно. Ташкент поделен на 11 районов без четко выраженного центра, как это обычно в других городах. Центром города можно считать площадь Амира Тимура, которая является стыком нескольких районов. Однако после строительства Ташкент-Сити центр города неофициально переместился западнее на пару километров, перетянув на себя внимание. И теперь центральным парком можно считать парк Ташкент-Сити. В городе каждый район имеет свой центр площадью, базаром и окраиной. Районы в Ташкенте представлены как новостройками, так и махалями. Ташкент – это такая смесь новых и старых районов. Вы можете арендовать и частный дом со своим двором в центре города, в одной из махалей, если захотите. Рекомендовать какой-то конкретный район из всех я не могу. Нет такого, что вот кто любит тишину, живите тут, а кто любит ночной движ, живите там. Если вы бизнесмен, то вот деловой район, а вот курорт. Здесь все районы плюс-минус похожи по общему принципу. Единственное, что я могу сказать, так это то, что релоканты полюбили вот это место. Это юг Юнусабадского района, почти весь Якосарайский и кусочек Мирабадского. Как-то так сложилось, что в этом пятне наибольшее количество кафешек европейского типа. Площадь города небольшая по меркам Москвы или Санкт-Петербурга. Всего 340 километров квадратных. Для сравнения даю картинку по прочим городам мира. Ташкент по площади похож на Минск. На середину 2023 года в столице проживает ровно 3 миллиона жителей, 20% из которых, кстати, русские. На данный период времени в городе есть все необходимое для комфортной жизни. Рынки, которые здесь называют базары, несколько крупных продовольственных сетей, такие как Корзинка, Хаваст и тому подобное, крупные торговые центры с мировыми брендами, кинотеатры, театры, музеи, 2 железнодорожных вокзала, обширное метро, покрывающее все районы города и активно строящееся на данный момент. Вот схема планируемого развития веток метро. Есть стадионы, самые новые и современные из них Хумо-арена. Кстати, на востоке к Ташкенту, прямо напротив парка Янги Узбекистан, пристраивается Олимпийский городок для проведения Всемирных Олимпийских игр. Интересный факт, на который я обратил внимание, знакомясь с историей строительства Ташкента, о котором хочу вам рассказать. Это то, как Ташкент застраивается. Он застраивается не от центра в стороны, как это происходит у большинства городов, а застраивается новыми Ташкентами рядом со старым. Вот что имею в виду. Посмотрите на карту 1860 года. Мы видим Ташкент. На карте 1913 года мы видим строительство нового Ташкента вплотную и восточнее от старого. 1940 год. Новый Ташкент разрастается вширь. 1965 год. Застраиваются новые районы. 1981 год. Расширяется еще больше. Уже нет понятия старый и новый Ташкент. Город становится един. Но все жители Ташкента уже знают, что планируется строительство Янги-Шахар. Новый город. Это даже не микрорайон, это несколько городских районов общей площадью в 200 квадратных километров. По площади это 2/3 от существующего Ташкента. Этот новый Ташкент
позволит сохранить махалинскую застройку старого города и больше не уничтожать такие колоритные туристические районы. Кстати, карту и макет этого нового города, а также макет Ташкента вы можете абсолютно бесплатно посмотреть в ипотечном центре в рабочие дни на улице Махтумкуле. Немного поговорим о новом районе Ташкент-Сити, который я чуть ранее отметил как новый центр города. Эта территория является и центром бизнеса, и туристической точкой, так как имеет новый парк, окруженный небоскребами, бизнес-центрами, торговыми моллами. Буквально 2 года назад здесь была старая махаля, которую снесли, расселив местных жителей. Все уже догадались, что раньше я работал в дирекции и причастен к этому строительству. Подключившись к работе в середине строительства, когда я увидел, какую красивую, интересную историческую локацию грохнули, я ужаснулся. У этой махали, расположенной в центре города, был неимоверно большой туристический потенциал, развитием которого, судя по всему, было решено пренебречь. Но по итогу, сейчас после ввода в эксплуатацию делового района, запуска музыкального фонтана и обслуживания бесплатного парка для населения и туристов, подчеркну слово «бесплатного», мы можем наслаждаться этим местом. Возможно, оно того стоило. Я считаю, что город должен развиваться, идти в ногу со временем, тем более Ташкент – это столица Узбекистана, но и не должен терять свои корни, исторические черты, культуру и наследие. Перестроение столицы, имеющей столь древние корни и историю, очень сложная задача, требующая работы от опытных архитекторов и градостроителей. Раз начали о парках. В каждом районе города есть свой парк. Причем парки здесь очень большие. Это не питерские скверы, впихнутые между домами. Ташкентские парки поражают своей красотой и размахом. Большинство парков находится в черте города. Но есть и парк, например, Янги-Узбекистан, который находится за пределами города, восточнее в направлении 8 километрах от города. Он используется для больших праздничных гуляний с салютами и фейерверками. В центре парка есть большой открытый амфитеатр для праздничных представлений. Из новых, недавно построенных парков парк Magic City, пристроенный прямо к парку Милли-Бог, национальный парк. Magic City напоминает Диснейленд, хотя в нем и нет аттракционов для детей, но очень много кафешек, фотозон, прогулочных территорий. Можно арендовать катамаран. Кстати, в этом парке самый красивый туалет в мире, о котором я снял шортс. Постарайтесь догадаться, где и в каком здании он может находиться. Также из новенького это ранее упомянутый парк Ташкент-Сити, фишка которого музыкальный фонтан, как в Дубаях, и летний амфитеатр-кинотеатр. Недавно была завершена реконструкция парка Гафур-Гуляма. Этот парк больше ориентирован на отдых с детьми. В нем как раз таки много аттракционов. Есть экопарк, идеология которого спортивные занятия. В нем много бегунов, велосипедистов. Проводятся занятия по йоге и прочие физические активности. Есть японский садик, красивый небольшой парк, созданный японцами. Это, кстати, единственный парк с платным входом. Но стоимость небольшая. Нужно учитывать, что действительно практически все парки бесплатны для входа. Это позволяет местным гулять в них с детьми и туристам с удовольствием наслаждаться красотой столицы. Большинство других стран давно бы уже поставили на входе кассы и брали бы деньги за вход. Администрация Ташкента демонстрирует туристам свое гостеприимство, а местные должны ценить возможность бесплатного доступа в парке. Есть тематические парки, например, как парк Навруз, он же парк Локомотив. Такие парки созданы за средства и находятся на балансе определенных компаний. Например, за парк Навруз отвечает железнодорожная компания. Это тоже красивый парк, в центре которого создана маленькая копия древнего города специально для туристов. Там проводятся различные мастер-классы по ремеслам, есть туристические товары. В этом же парке, как и в парке Гафура Гуляма, есть колесо обозрения. Вообще, по Ташкенту я насчитал 8 колес обозрения. А сколько их в вашем городе? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Начинаем углубляться в рассказы о парках. Про все парки мы рассказывать не будем. Это тема даже не одного, а целой серии выпусков, так как в Ташкенте более 80 парков. Город утопает в зелени. Я бывал во многих городах Европы, России и стран СНГ. И скажу, что Ташкент самый зеленый город из тех, что я видел. Местные отмечают, что раньше город был еще более зеленый, что было так много деревьев, что многие автомобильные улицы были скрыты кронами деревьев полностью. Некоторые такие улицы мне попадаются и сейчас. Деревья нависают над дорогой с двух сторон улицы, и их кроны смыкаются сверху, образовывая зеленую арку. В Ташкенте существует несколько крупных и несколько маленьких аквапарков. К сожалению, пока нет крытого аквапарка, способного работать в зимний период. Но зато есть крытая ледовая арена для покатушек на коньках. И если вам летом стало жарко и хочется зимних видов спорта, то это место вам понравится.
С недавнего времени в Ташкенте наконец-то появился океанариум. Располагается он в Magic City. Это самый удаленный от океана океанариум в мире. За последние 5 лет город активно застраивается новыми жилыми комплексами и просто отдельными многоэтажными домами. Очертания города в общем преобразовались настолько, что возвращающиеся в Ташкент узбекистанцы, проживавшие за границей более 10 лет, не узнают город целыми районами. Говорят, как будто попали в новый город. Он вроде как и знаком, в общем, по форме, но многие улицы его и целые районы стали неузнаваемы. Все застроено красивыми новыми многоквартирными домами. Большая часть первых этажей таких домов используется под коммерцию, а это значит, что активно развивается малый бизнес, много новых кафешек, магазинчиков и прочего. Кстати, на что я обратил внимание сразу же, так это то, что очень много языковых курсов компьютерной графики и прочих. Очень много просто практически в каждом доме есть какие-то курсы. Как в России практически в каждом доме есть алкогольный магазинчик. Могу сделать вывод, что если все эти курсы существуют, значит они востребованы, и местные жители активно обучаются. Я отмечу это как огромный плюс и хочу похвалить узбеков. Ребята, вы молодцы. В России молодежь по вечерам пьет и занимается чем попало, тратя время впустую. А здесь я вижу толпы молодых ребят, посещающих всевозможные курсы. Народ стремится к образованию. Заработанные деньги они не пропивают, а вкладывают в свое будущее. Реально респект нации и молодежи. Возможно, поэтому за последние 5 лет Ташкент так сильно преобразился. Точнее, и в том числе поэтому. Конечно, мы понимаем, что какая-то часть специалистов, к сожалению, покинет Узбекистан, не найдя для себя здесь достойных рабочих условий. Печально, что многие руководители берут на работу своих золотозубых родственников вместо молодых специалистов с золотыми руками и золотыми мозгами. Об этом мы, кстати, рассуждали вот в этом нашем сюжете. Рекомендую к просмотру. Но и в противовес стоит отметить тот факт, что узбекистанцы, получившие образование за рубежом и вернувшиеся в Ташкент сейчас, здесь особенно ценятся. Они одновременно являются своими гражданами, но с опытом и образованием экспатов. Раз уж начали про образование, то отметим, что в Ташкенте насчитывается более 50 высших учебных заведений, включая университеты, институты и колледжи как местных, так и заграничных. Европа, Америка, Азия. Полно государственных и частных школ с различным уклоном, как иностранных, так и местных. Еще больше детских садов. Все, что касается детей, образование здесь на уровне выше даже, чем в Москве. Кстати, и на эту тематику у нас есть подробный выпуск, в котором мы поговорим как с заучем, так и с релокантами школьников и детсадовцев. И даже берем интервью у одной из релоцированных школьниц. Посмотрите наш сюжет про школы Ташкента. Поговорим о транспорте. Начнем с печального. Трамвая в столице больше нет. Он был демонтирован в 2016 году и перенесен в Самарканд. К сожалению, вот такой вот факт существует. Хочется надеяться, что появится современный трамвай или городской монорельс. Но пока это лишь надежды и мечты. Кстати, по этой тематике и перспективам Узбекистана у меня есть отдельный ролик. Рекомендую его посмотреть. Вот ссылка на него в правом верхнем углу. Поставьте его в лист ожидания. Есть обширная сеть городских автомагистралей. Интересно, что многие развязки решены в подземном исполнении. Такое решение позволяет переварить достаточно большой автомобильный поток, уменьшая формирование пробок и не портит городской облик. Все бы дороги и парковки убрать под землю, и был бы вообще город будущего. Подземные развязки в столице – это еще советское решение. Вокруг города есть 3 кольцевые автодороги. Есть метро, половина станций, которые с советских времен. Эти станции красивые и каждая уникальна своей тематикой. По длине путей ташкентский метрополитен занимает 4-е место в постсоветском пространстве после Киевского, Санкт-Петербургского и Московского. Но частота отправления составов, конечно, не такая, как в Москве и даже не в Питере. Интервал движения между поездами минут по 10, а вне часы пик по 15 минут. Но метро и в таком режиме справляется с пассажиропотоком. Напомню, что город не очень большой по площади и сумасшедших толп пассажиропотока здесь нет. Новые станции метро, строящиеся в основном сейчас на окраинах, выполняются в надземном варианте как станций, так и перегонов. Вскоре ташкентское метро обзаведется своей кольцевой линией, часть станций которой уже построена и введена в эксплуатацию. Всего сейчас действует 43 станции метро. Автобусная сеть также развита неплохо, всего примерно 200 маршрутов. Но, напомню, город небольшой по площади, поэтому маршрутов хватает. Из крупных таксопарков в городе есть Яндекс.Такси, Май Такси и недавно появился Уклон.
Снабжение с остальными городами Узбекистана возможно как при помощи межгородских автобусов, поездов, самолета, так и, кстати, на такси. Это здесь нормальная практика, так как стоит оно значительно дешевле, чем в России. Кстати, о транспортном вопросе Узбекистана у нас есть отдельное видео. Если вы его не видели, обязательно посмотрите его. За последние 4 года в городе значительно увеличилось количество автомобилей. Это и понятно, растет благосостояние населения, все идут покупать бытовую технику, потом машины, потом квартира. В общем, начинают появляться небольшие пробки. Даже я за 1 год проживания здесь заметил увеличение автомобилей на улицах. С этого года в городе появились сервисы проката самокатов. Велодорожек в столице достаточно, поэтому пока случаев ДТП с самокатами не было. Надеемся, что самокаты здесь приживутся, так как инфраструктура под них в центре города есть. Как дешево и быстро отправить посылку между Россией и Узбекистаном? Сейчас расскажу. Обычно известные компании берут до $20 за 1 килограмм груза, но не компания Равшанбека. Благодаря уникальному подходу и эффективной логистике Равшанбек предлагает цены в 10 раз ниже. Даже если вам нужно перевести квартиру со всеми вещами, такое возможно. Отправка грузов от 1 килограмма до целой фуры. При крупных объемах перевозки клиенты получают существенные скидки. Отправка между странами осуществляется ежедневно и охватывает всю Россию и Узбекистан, включая самые удаленные уголки. Курьеры заберут груз лично у вас по адресу вашего проживания или со складов в крупных городах. Они также помогут вам с правильной упаковкой грузов. Администраторы зарегистрируют вашу посылку во внутренней системе, чтобы ничего не потерялось, и будут доступны для консультаций о местоположении вашей посылки в любое время по вашему запросу. Мы сами довольно долго пользуемся услугами транспортной компании Равшанбека, как для перевозки наших вещей из Санкт-Петербурга, так и для отправки подарков нашим родственникам. Более того, по нашим рекомендациям, многие наши знакомые пользовались услугами этой логистической компании и успешно организовали бизнес в области импортозамещения, сэкономив до $15 тысяч ежемесячно только на разнице стоимости транспортных услуг. Все ссылки, как всегда, я оставляю в описании под видео. Сейчас хочу обратиться к новым зрителям. Я смотрю статистику канала по просмотрам, читаю комментарии. На многие комментарии отвечаю и вижу, что есть некоторое количество новых зрителей, которые, наткнувшись в YouTube на один из моих сюжетов и просмотрев его, даже не заходят на канал, чтобы посмотреть, какие вообще есть сюжеты у автора. Считая, что вот этот сюжет, который они сейчас посмотрели, он вообще единственный у автора. Друзья, у нас очень много интересных видео. Не отказывайте себе в удовольствии посмотреть те, которые интересны конкретно вам. А самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выходы наших новых выпусков. Еще хочу добавить, что у нас есть чат в Телеграме, лично со мной. Все, кто хотят получить адресную консультацию или просто пообщаться со мной лично, сделать могут это в данном чате. Вот ссылка на него. Кстати, в Телеграме я выкладываю сюжеты сильно заранее, по их готовности, а также часть материала, который не выкладываю в YouTube. Вообще в YouTube я не всегда, а в Телеграме всегда рядом. Чат символически платный, 200 рублей в месяц, чтобы отсеять определенный контингент флудеров. Вы можете воспользоваться различными пакетами платежей, и тем самым месячная стоимость будет снижена до 100 рублей, что вообще дешевле чашки кофе. А вырученные средства с этого чата мы, кстати, используем на оплату корма нашему коту Джеффи. Так что заходите в чат. Поговорим немного про экологию и климат. Сильных изменений за эти года, конечно, нет. Тут ничего нового мы не узнаем. Но для тех, кто приезжает в Ташкент впервые и планирует тут жить, информация полезная есть. Климат, конечно, жаркий. Зимой, весной и осенью это большой плюс. А вот в середине лета, конечно, особенно жарко. 2 месяца просто вообще очень сильно жарит. Но к этому привыкаешь и жить можно. Вообще я считаю, что пусть лучше будет жарко, чем холодно. Как говорят местные, от холода под деревом не спрячешься. Поэтому пережить жару можно. Рекомендую арендовать квартиры с кондиционерами и не рассматривать самый верхний этаж в многоквартирных домах. Там на высоте нет тени от деревьев, а крыша греется так, что на потолке реально можно жарить яичницу. А вот с экологией не все так замечательно, как хотелось бы. Конечно, мне довелось пожить в Сегеже в России, где через год у тебя появляется кашель от того состава в воздухе с выбросов с СБК, с химкорпуса, с щелок испарителя, с дизельной ТЭЦ и так далее. Но также и 3 года я жил в Геленджике, на чистом морском воздухе. Тут, как говорится, все познается в сравнении. В Ташкенте есть проблема с пыльными бурями. Частенько со степей надувает ветром мелкодисперсионную пыль, из-за наличия в воздухе которой город иногда попадает в списки одного из самых загрязненных городов планеты. Но это природное явление.
а не влияние человека. Здесь нет тяжелых производств, загрязняющих город, нет вредных выбросов. Даже большинство автомобилей ездят на газу, что меньше загрязняет воздух, чем дизель или бензин. И я хочу сказать, что даже в самую большую пыльную бурю воздух в городе был в десятки раз чище, чем в Сегеже в обычный ее день. Сейчас Ташкент активно застраивается и много пыли со строительных площадок. Но, как вы понимаете, это временный процесс, так как стройки будут завершаться. Переживающим по поводу пыли могу рекомендовать одевать медицинские маски. Они хорошо помогают от пыли, тем более, что после ковида ношение масок не вызывает удивленных взглядов. Если вы религиозный человек и переживаете по поводу того, что в Узбекистане преобладает ислам, то не стоит по этому поводу переживать, так как найти более толерантного города к прочим конфессиям просто невозможно. Мусульмане уважают все нации, народы и религии. В городе имеются армянские, православные церкви, храмы, Свято-Троицкий Никольский женский монастырь, католические соборы, лютеранские церкви и даже несколько синагог. Естественно, очень много красивых мечетей и медресе. На данный момент идет строительство центра исламской цивилизации в Алмазарском районе. Половину бюджета на строительство выделил миллиардер Алишер Усманов. В столице 12 театров и более 35 музеев, 4 дворца культуры, 5 концертных залов и больше 10 кинотеатров, несколько футбольных стадионов. Плавно перетекаем к спорту. Большое количество сетевых фитнес-центров и еще больше маленьких частных тренажерных залов. Много бассейнов, как открытых под небом, так и зимних крытых. Вообще, касаемо спорта, здесь много различных спортивных кружков и всего прочего по аналогии с образовательными курсами. А после летней Олимпиады в Токио 2021 года, где Узбекистан выступил достаточно успешно, спортивные секции получили дополнительный импульс развития в поддержке от государства. В общей сложности узбекские спортсмены завоевали 10 медалей, 4 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые. Самый высокий уровень подготовки узбекистанские спортсмены показали в боксе, завоевав 4 медали, 2 золотые и 2 бронзовые. Естественно, в столице много ресторанов, как местной кухни, национальной кухни Милли Таамлар, так и всевозможных ресторанов прочих народностей. Японская, китайская, турецкая, европейская, русская, украинская, грузинская. Я устану перечислять хотя бы страны, которые здесь представлены, не говоря уже о конкретных ресторанах, кафе, столовых. На любой улице есть ресторанчик или кафе. В крупных жилых кварталах, туристических местах и в центре города рестораны просто идут один за одним, как в курортных городах. По поводу качества, количества и разнообразия Ташкент впереди планеты всей точно. Вот что-что, а вкусно поесть узбекистанцы любят. И самое главное, что умеют. В любом, даже самом маленьком кафе вас накормят очень вкусно. Ташкент – гастрономическая столица Центральной Азии. Ташкент всегда являлся одним из самых интересных туристических направлений в Центральной Азии, а в последнее время столица стала привлекать еще больше туристов благодаря новым мерам, принятым властями города. Одна из таких мер – это реконструкция и обновление исторических достопримечательностей, таких как Чорсу-базар, Хазрат-Имам-комплекс и многих других. Власти также уделяют большое внимание чистоте и благоустройству города, чтобы создать более комфортные условия для туристов. В Ташкенте развиваются новые виды туризма, например, гастрономический и экологический туризм. Существует множество новых парков и зеленых зон, где можно провести время на природе и насладиться красивыми пейзажами. Строятся отели, ориентированные на туристов различного достатка, как большие типа Hilton или Park Inn, так и маленькие частные отельчики и гестхаусы. В целом Ташкент продолжает развиваться как привлекательное туристическое направление, предлагая множество всевозможностей для посещения и отдыха. С учетом новых мер и инвестиций, сделанных в туристический сектор, город надеется увеличить количество туристов и стать еще более популярным среди любителей путешествий со всего мира. Кстати, интересный факт, который не могу оставить без внимания. В 1983 году Ташкент отметил свое 2000-летие, а в 2009 году отметил свое 2200-летие. За отрезок в 26 лет Ташкент успел прожить и наверстать 200 лет. Как быстро летит время. Очень много можно рассказать о столице Узбекистана и о его облике на данный период времени. Я постарался охватить все понемножку, чтобы дать вам представление о переменах в целом. Мы как бы срезали верхушку айсберга, то, что заметно в первую очередь. Хочу отметить еще один интересный факт. Символом Ташкента является птица счастья, она же птица Феникс, птица Хумо. Вы можете заметить эту символику на некоторых зданиях столицы. Или посмотреть на целую статую в парке Новый Узбекистан. За последние 5 лет облик города совершенно преобразился. Он как бы сбросил с себя патину времени и перерождается заново в виде мегаполиса. Я замечаю в этом некую символичность. Очень много уже построено и улучшено. Еще больше сейчас находится на стадии
планирование, и процесс этот лишь набирает невиданные ранее темпы. Я надеюсь, этот выпуск был вам интересен. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Кстати, идею этого сюжета мне подсказал один из наших подписчиков в комментариях. Я всегда читаю все комментарии, оставляемые вами под всеми нашими сюжетами, и буду рад прочитать новые под этим. Напишите, кого что удивило в Ташкенте и какие изменения заметили лично вы. Пишите также, о чем бы вы хотели узнать, что показать и о чем рассказать вам. Не забудьте подписаться на канал, ведь у нас уже много сюжетов и планируется еще больше. А подписка и лайк – это лучшая ваша похвала и благодарность за проделанную нами работу. А если вы хотите пообщаться со мной лично в Телеграме, то заходите по этой ссылке. И перед тем, как завершить сюжет, я предлагаю насладиться под музыку видами города, которые я снял для вас. Не забудьте про лайк и удачи вам. Пока! На плечах зеленого анхора, на ладонях снежного чимгана расцветает мой любимый город, ярче неба звезд его сияние. Здесь нашли друг друга папа с мамой, здесь я родилась любимой самой. Вот и мои счастья подрастают в городе родней, что не бывает. Ташкент, не Лондон, не Париж, но здесь голуби также слетают с крыш, и на деревьях цветут цветы, и улыбаемся я и ты, и с высоты город мечты — это ты. Город мой влюбленный, милый, статный, словно сердце бьются в нем куранты, и в тени проспектов и бульваров дремлют необъятные чинары. В шумном аквапарке воскресенье звонкой детворы слышны веселья. Купола под солнцем голубеют, город мой прекрасный молодеет. Ташкент, не Лондон, не Париж, но здесь голуби также слетают с крыш, и на деревьях цветут цветы, и улыбаемся я и ты, и с высоты город мечты — это ты. Ташкент, не Лондон, не Париж, но здесь голуби также слетают с крыш, и на деревьях цветут цветы, и улыбаемся я и ты, и с высоты город мечты — это ты.